Всем привет! У нас на подходе еще одно сравнение флагманов Huawei. Только теперь смартфоны посерьезнее. Сегодня затестим прошки. Вообще P30 Pro заведомо напичкан лучшими идеями, решениями и технологиями компании Huawei на 2019 год. Это должен быть их лучший аппарат anyway. Давайте посмотрим, как оно на самом деле. Реально ли Huawei P30 Pro еще более революционный, чем прошка прошлого года? По моему мнению, новый флагман в Pro-версии сделал определенный скачок в отношении дизайна. Подэкранный сканер отпечатка, плоские верхние и нижние грани, более глубокий градиент, футуристичный внешний вид телевика и, безусловно, скругленные края дисплея. Как по мне, так они очень уж резкие, иногда попадать на какие-то значки на этих изгибах прямо-таки тяжело. Но это дело вкуса, да и внешне смотрится красивше. Ну а тема случайных касаний меня обошла стороной, я этого не ощутила и слава богу. P30 Pro в руке ощущается достаточно массивным в сравнении с P20 Pro. Оно как бы и не удивительно, 30-й сам по себе больше, увесистее и, что более приятно, в диагонали имеет не 6,1 дюйм, а 6,47. На кой черт Huawei перенесли слот для сим-карт на место второго динамика? Вопрос интересный, конечно. Зачем и для чего было жертвовать стереозвуком? Хотя мое удивление сменилось приятным восторгом, когда я узнала про поддержку карты памяти в P30 Pro. Думаю, ага, вот оно. Но нет. Это супер-пупер разработка Huawei под названием Nano Memory, которую, внимание, купить на нашем рынке не предоставляется возможным. Нет, лично мне, конечно, 128 гигов с головой хватало бы. Но в любом случае среди нас есть те, кому нужно много пространства для разных файлов. Уже, наверное, все техноблогеры успели рассказать про резонирующий разговорный динамик Huawei Acoustic Display в P30 Pro. Мы еще как-то не успели, поэтому сейчас исправлю ситуацию. Здесь у нас нет никаких дырочек, отверстий, да чего угодно для вывода телефонных звонков сверху. Звук исходит посредством вибраций в верхней части дисплея, где-то его третью. Качество при этом не изменилось, стало даже удобнее. Не нужно париться, как приложить смартфон к уху. Это все в прошлом. Правда, с непривычки поначалу эта вибрация как-то щекочет, что ли. Ощущение забавное. Я думаю, производителю защитить смартфон от пыли и влаги из-за этого было проще. К тому же IP67 в P20 Pro вырос до IP68. Но, ребят, название данного ролика это не кликбейт, все честно. На производительность сделаем хороший упор. История с апгрейдом процессоров стандартных P20 и P30 в принципе повторяется и тут. Все тот же Kirin 980, который пришел на смену 970-му, хотя оперативная память осталась прежней. Как было 6 гигабайт, так и осталось. Появилась только еще одна версия P30 Pro 8256, но это уже совсем для заядлых поклонников. Заранее скажу, что на нашем тестовом P20 Pro, как и на P20 в прошлом моем видео, к сожалению, стоит 8-й Android, который не адаптирован для обновлений. То ли это образец такой, то ли до нашего региона Android 9 на этих смартфонах еще не дошел, неизвестно. Поэтому владельцы P20 и P20 Pro из Украины, пишите в комментариях, апгрейдился ли ваш девайс или все же вы страдаете, как и я. А мы тем временем начнем с синтетических тестов. В Antutu незагруженный P30 Pro набирает 258 тысяч очков, что на 45 тысяч больше, чем показатель P20 Pro. Результаты Geekbench можете увидеть сейчас на экране. Оценивали смартфоны и в одноядерном, и в многоядерном режиме, также показатель GPU, она же в народе графика. Но я думаю, вы и сами все видите. Производительность в играх я тестировала на примере PUBG. В P20 Pro замечался хороший отклик, на ультах работало все плавненько и шустро. Когда я взяла в руки P30 Pro, поняла, что это все относительно. И тут этот же отклик был получше. Смартфон в этом сценарии иногда даже чрезмерно резкий, потому что очень высока чувствительность. Но это и есть хорошо. В настройках можно подкрутить, если где-то испытываете дискомфорт. Я решила впервые показать вам тест на тротлинг. Как по мне, это очень важный параметр. Мы ж как оцениваем производительность смартфона. Взяли в руки, поиграли минут 5-10 и вроде бы ого, как все летает, не проседает, не висит. Правда, стоит загрузить процессор, по самой не могу, начать закачивать тяжелое приложение, сыграть несколько каток в любимой игре и начинается самое интересное. Горячая рука от уставшего и бедного смартфона, подтормаживание и просадки. Мне стало интересно, сильно ли в этом контексте отличается P30 Pro от 20-й прошки. С помощью CPU Throttling Test я наблюдала за просадками частоты и производительности в целом. Поначалу стала загружать тяжелые игры по Wi-Fi, такие как Asphalt 9 и PUBG. Это достаточно сильно грузит систему, и вот что получилось. Производительность P30 Pro держалась на 90%, в то время как на P20 Pro она начала падать до 80%. В данном случае мы имеем дело с минутным тестом на старте, и никакой из смартфонов очень сильно перегреться не успел. Дальше решила еще по 5 раз запустить Antutu. Падение баллов наблюдалось и в одном, и в другом
другом смартфоне. Только в случае с P20 Pro это с 212 тысяч до 179, то есть разрыв 30 тысяч баллов, а P30 Pro снизился на 50 тысяч очков, хотя и подвисал поменьше. При этом по субъективным ощущениям температура у двух прошек была примерно одинаковой, они не особо перегрелись. После 40 минут игры в PUBG на каждом из смартфонов замечались скачки частот. В среднем история с загрузкой приложений повторяется. Производительность P20 опускалась до 70-80%, P30 до 80-90%. При этом P20 Pro прямо-таки горячий стал. Я помню, дома играла и как-то немного замерзла. Так вот, смартфон реально согревал руки. К слову, температура тридцатки несущественно повысилась, он просто был тепленький. Батарея за все это время подсела процентов на 50-60. До конца я ее садить не буду, на это уйдет много времени. В целом, как и P20 Pro, так и P30 Pro держат заряд дня так 2 при активном пользовании. Емкость аккумулятора у нового флагмана возросла на 200 мАч. Но самое приятное и удобное для меня во всей этой истории – это 40-ваттная быстрая зарядка. Если оставить P30 Pro буквально на 30 минут кушать энергию с блочка, он с нуля прокачает батарею до 70%. P20 Pro так не умеет, стыд-позор ему. А еще у него не получится заряжать смарт-часы, наушники и другие носимые гаджеты по беспроводу. P30 Pro в свою очередь идет в ногу с Mate 20. И самое вкусное оставила для вас напоследок. То, чего многие просили, то, о чем все говорят, то, что всех интересует. И так можно продолжать до бесконечности. Итак, сравнение камер P20 Pro и P30 Pro. Кстати, вот этот трехмодульный горбик в младшем P30 меня очень дико напрягал. Положив смартфон на стол, я не могла им нормально пользоваться. Он ерзался туда-сюда и очень раздражал. Задние камеры в P30 Pro, несмотря на объемную конструкцию зума в виде перископа, выпирает умеренно. Ровно столько, сколько и в P20 Pro. Тут я выдохнула с облегчением. Раз уж мы затронули зум, давайте начнем с него. Обновление телефотообъектива в P30 Pro знаменовало собой апгрейд приближения. Если был трехкратный оптический, пятикратный гибридный, 10-кратный цифровой, то сейчас 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой. Для примера и наглядности покажу вам фото в 5-кратном приближении. На P30 Pro качество как было прекрасным, так и остается. Снимки на P20 Pro зашумлены и достаточно зернисты. Поначалу я думала, что 50-кратное увеличение – это просто игрушка на пару дней или фича для очень особенных и редких случаев, так как качественной и чистой фотки мы не получим, как ни старались бы. Однако уже готовое фото можно кропнуть на P30 Pro достаточно сильно, на P20 Pro возможности ограничены. Но, к сожалению, при 40 мегапикселях зум недоступен, только 10 мегапикселей, только хардкор. Хотя и светочувствительность хороша в обоих случаях. 40-мегапиксельный модуль также претерпел изменения. Если в P20 Pro матрица построена по типу RGB, то сейчас это RYB, то есть не красный, зеленый, синий, а красный, желтый, синий. Она уже не имитирует человеческий глаз, а превосходит его, видит то, чего не можем увидеть мы. Это позволило увеличить максимальное значение ISO со 100 тысяч до 400 тысяч. К чему вам эта информация? А к тому, что если ранее ночной режим был самым ядовым на прошках, то теперь он стал еще лучше. В полном мраке специфические структуры нашего глаза под названием палочки каких-либо объектов не видит, а P30 Pro видит. По исходным фотографиям заметно, как P20 Pro цифры подкручивает контрастность. 30-ка в этом случае наиболее приближена к реальности. И как раз последняя, как мне кажется, отличается большим динамическим диапазоном. Хотя сперва можно купиться на красивую, яркую обработку фото на прошлогодней модели. Широкоугольный модуль теперь появился и во флагманах Huawei. Для красивых пейзажей самое оно. Фото, сделанные в этом сценарии на P30 Pro, вмещают намного больше объектов, чем стандартная камера P20. Горы, пустыни, моря, мосты – это все то, что комфортно себя чувствует в крепкой связке с широким углом. Требовалась ли вообще интеграция TOF камеры в P30 Pro? Представители компании Huawei очень интересно о ней рассказывали, так хвалили. Мол, это такая сложная система, которая состоит из инфракрасного излучателя и камеры, улавливающей эти лучи для измерения глубины. Другими словами, фиксирует расстояние до объектов, определяет их положение в пространстве и пытается сделать их 3D-модели. Посмотрим, применимо ли это на практике. С помощью P30 Pro, как оказалось, можно получить то самое красивое трехмерное боке. Например, вы стоите перед кадром, за вами дерево, а за деревом остальной пейзаж. Боке в этой вариации должно быть таким, чтобы вы были максимально четкими и детализированными. Деревья размывались чуть-чуть, а все, что находится дальше, заблюрено в край. Да еще и так, чтобы границы ближних объектов максимально правильно определялись, а модель на переднем плане была максимально 3D-шной. Пока что сложно сказать, получилось ли у Huawei гармонично воплотить всю задумку в реальность. Производитель утверждает, что камера сможет показать все свои тузы только после некого обновления HOTA. Ну и не без того, что TOF-камера используется и в дополненной реальности. Это применимо к играм и различным приложухам для измерения длины, ширины и глубины объектов. Фронтальная камера изменила разрешение с 24 мегапикселей на 32. В
целом детализация хорошая и у модуля P20 Pro и P30 Pro. Самое существенное улучшение – это опять-таки переход к естественным фото. Бэби-фейса теперь нет, я рада. А то и так иногда признают за школьницу, а тут еще и смартфон стебется. Непорядок. Видео P30 Pro в 4К при 60 FPS так и не пишет, но очень заметен апгрейд стабилизации. Смотрите сами. Итого, Huawei P30 Pro удачно пришел на смену 20-ки 2018 года. На него приятнее смотреть, его можно загружать чем угодно, не боясь за то, что он не выдержит, перегреется и скажет всем до свидания. А фото и видео возможности, как и ожидалось, покоряют новые вершины. Пишите в комментариях, какие недостатки, по-вашему, существуют в P30 Pro и что бы вы посоветовали Huawei для задела на будущий флагманский год. Жду от вас лайка, подписки, если вы еще не подписаны, и колокола, конечно же. Смотрите также другие наши видео с тестом скорости P20 и P30 и мнением Саши Ляпоты о возможностях P30 Pro. Пока!